Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как вы можете вырваться из нищеты. Дадим вам определенные советы и рекомендации, которые остались нам от наших предков. Друзья, информации очень много, но она очень ценная и нужная, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Финансовое положение, которое присуще в нашей жизни, не всегда зависит от того, сколько мы работаем. И каждый из вас, наверное, замечал, что есть люди, которые работают очень много, но денег в их жизни все равно нет. Они начинают еще больше работать, деньги появляются на некоторое время и снова пропадают. Поэтому для того, чтобы стать богатым, нужно работать и уметь правильно относиться с денежной энергией. Иначе ничего хорошего у вас с этого не выйдет. Деньги – это особый вид энергии, который живет по своим правилам, и для того, чтобы они были в вашей жизни, эти правила обязательно нужно соблюдать. Денежная энергия приходит не ко всем людям, и для того, чтобы она была у вас, нельзя быть в первую очередь жадным. Нужно уметь делиться тем, что у вас есть. Не лениться работать. Научитесь слаживать купюры от меньшей к большей в кошельке. Не нужно мять их. Не берите в долг. Правильно распоряжайтесь деньгами. Умейте отложить и потратить так, чтобы это принесло в вашу жизнь счастье. Также есть ряд народных примет, соблюдая которые вы сможете ваше финансовое положение не только улучшить, но и стабилизировать. Поэтому помните о том, что уборку всегда начинайте от входной двери и продвигайтесь дальше. Так вы сможете сберечь денежную энергию, и она точно не оставит ваш дом. Для того, чтобы была прибыль, нужно каждую комнату убирать по отдельности, сметая мусор обязательно в центр. Веник, помните о том, что это не только ваш помощник по дому, но и еще и оберег. Поэтому важно также правильно к нему относиться, и нельзя в доме иметь два веника. Он всегда должен быть чистым. После каждой уборки промывайте щетину под проточной водой. Так вы будете избавляться и от негатива, который он собирает по дому во время уборки. Нужно в ручку веника вложить 3 монеты желтого цвета, любого номинала. Проделав это, вы будете во время уборки притягивать денежную энергию в ваш дом. После захода солнца никогда не убирайте ваш дом, потому что таким образом вы лишаетесь денег. Но если вдруг есть такая необходимость, то бросайте перед собой, перед тем, как начать уборку, небольшую щепоточку сахара и скажите такие магические слова. Этим действием светлые энергии в доме сохраняю и при уборке их не отгоняю. Когда закончите уборку, обязательно зажгите свечу любого цвета и сделайте ней круг по дому, при этом проговаривая такие магические слова. Положительные энергии, которые в доме обитают, приумножаю и по дому распределяю. Это поможет вам притянуть еще больше нужных для вас энергий. А вот мусор из дома после захода солнца нельзя выносить, иначе вместе с ним вы вынесете и ваше финансовое благополучие. Но если у вас получилась какая-то непредвиденная ситуация и мусор все же нужно выбросить, возьмите с собой щепотку соли. Выкиньте мусор, а затем развернитесь к мусорным бакам спиной и киньте соль через левое плечо и проговорите следующие магические слова. Просто мусор выбрасываю, энергетическую связь совсем разрываю. И проговорив эти слова, быстро идите домой и ни в коем случае не оборачивайтесь, ни с кем не общайтесь и не обсуждайте. Также никогда не избавляйтесь от ненужных вам вещей на растущую луну, потому что таким образом вы притянете в дом негативные энергии и с ними безденежье. Перебирайте вещи, и лучше это делать на убывающую луну. Так вы вместе с ними и различный негатив из своего дома уберете.
Помните о том, что ключи нельзя класть на стол, потому что так вы притягиваете в дом не только конфликты и скандалы, которые будут возникать между членами вашей семьи, но и денежные проблемы. Если вы это сделали случайно, сразу оберните ключи белой салфеткой. Пусть полежат несколько минут, и вы проговорите далее такие магические слова. Ключи не на стол кладу, на салфетки их держу. Негатив в дом не подпускаю. Проговорив эти слова, нужно будет сжечь салфетку. И вот таким вот простым действием вы нейтрализуете ненужные вам потоки. Скатерть в доме никогда не должна иметь потертости и дырочки, если на ней они присущи. Значит, деньги будут утекать из вашего дома. Поэтому уделяйте внимание тому, что вы стелите на стол, так как можете принести себе вред. Также скатерть после каждого приема пищи нужно струшивать, чтобы на ней не накапливались крошки и остатки еды. Внимательно следите за своим столом, и такими действиями только преувеличите свое финансовое состояние и никогда не будете знать проблем с деньгами. Очень хорошо по центру стола под скатерть класть купюру большого номинала, при этом проговаривая следующие магические слова. «Деньги в дом приходите, с помощью сакрального места потоки мои примите, я вас ожидаю и с благодарностью принимаю». Это действие будет притягивать постоянно различные суммы денег в ваш дом, даже когда вы не будете этого ожидать. Относитесь всегда к столу с большим уважением. Никогда не сидите на нем. Такие действия принесут вам неудачу и потерю денег. А вот грязная посуда, пустые бутылки не должны находиться на столе, так как все это будет притягивать в ваш дом не только разрушительный негатив, который будет увеличиваться с помощью такого сакрального и энергетически сильного места, как стол, но и принесет вам постоянные проблемы с деньгами, которые в результате приведут, к сожалению, к безденежью. Ну а для того, чтобы ваш дом постоянно был наполнен только хорошими энергиями, уборку в доме проводите часто, потому что это поможет вам избежать многих проблем. Ведь вы знаете, что пыль и грязь притягивают сильный негатив, а негатив притягивает еще больше негатив, что в результате приведет к неприятным изменениям в вашей жизни. Поэтому следите за чистотой, и вы обязательно избежите множества проблем. Также никогда не давайте соль из дома, потому что это действие отберет не только положительные энергии из вашего дома, но и, к сожалению, оставит вас без денег. Потому что именно соль способна впитывать все то, что ее окружает. Поэтому, соответственно, она будет впитывать положительные энергии, и вместе с ней вы их, к сожалению, и отдадите. Часто люди, которые завидуют или нечистосердечно относятся к нам, специально приходят одолжить соль, чтобы принести этим вред. В таких просьбах лучше сразу отказать, чтобы потом не пришлось вам жалеть. Но если возможности отказать у вас нет, бывают все-таки причины, не правда ли? Тогда кладите в соль 3 черных перчика, при этом проговаривайте такие слова. «С какими помыслами в дом ко мне пришел, все тебе возвращаю, а соль энергетической связи с домом лишаю». И вот именно это поможет вам разорвать связь с данной солью, что в дальнейшем не принесет вам неприятные сюрпризы. Но сразу говорите человеку, который пришел ее одалживать, что обратно возвращать не нужно, и даже если ее принесут, ни в коем случае не берите. Пусть даже это и испортит отношения с данным человеком, но оградит вас от всего плохого. Внимательно выбирайте цветы, которые вы покупаете для дома, потому что от них напрямую зависит ваше финансовое благополучие. Есть много цветов и растений, которые способны притягивать денежную энергию в дом, а есть и наоборот, которые эту энергию отталкивают. Поэтому хорошо ухаживайте за вашим растением, и тогда оно в благодарность будет в большем и большем количестве притягивать денежную энергию в вашу жизнь. Помните о том, что ни в коем случае нельзя и убивать паука. Это оттолкнет денежную энергию и наоборот, увидев
его, воспользуйтесь этим. Возьмите самую большую купюру большого номинала и потрогайте не его. При этом проговаривайте такие магические слова. Паучок, помогай, деньги в дом привлекай. Я тебя отпускаю, этим денежную энергию привлекаю. Проделав такое простое действие, в течение нескольких дней вы получите приятные новости о премии, возможно, о наследстве или как вариант о повышении зарплаты. Если вы будете придерживаться народных примет, вы обязательно сможете вырваться из нищеты, потому что в народных приметах заключается опыт, который собирался нашими предками на протяжении долгого периода времени. Именно он способен помочь нам обойти многие денежные проблемы и привлечь деньги правильными действиями, этим улучшив и увеличив наше финансовое положение. Чем больше таких народных примет вы знаете, тем удачнее вы можете скорректировать свои действия и обезопасить себя от нищеты. Ну а чтобы привлечь денежную энергию в дом, в каждом углу в доме нужно разложить по монетке любого цвета и номинала, а сверху капните по капельке эфирного масла пачули. При этом проговорите следующие магические слова. Этими монетками безденежье отгоняю, а денежную энергию в больших количествах приглашаю, чтобы пришла и весь мой дом с собой заполнила. Но монетки нужно будет менять раз в полгода, а прошлые выкидывать в водоем обязательно через левое плечо. Такими действиями вы не только будете отгонять денежные проблемы от себя и своей семьи, но и наполнять постоянно дом денежной энергией, что приведет к стабильному финансовому положению. Никогда не стригите сами себе волосы, потому что этим действием вы не только лишаете себя счастья, вы можете притянуть семейные проблемы, ссоры, выяснение отношений и даже их разрыв. Но и также к постоянным это будет денежным проблемам, которые не будут никак заканчиваться. Также не передавайте и не давайте ничего через порог, иначе просто останетесь без денег и удачи. Но чтобы обезопасить себя от этого, выходите за входную дверь, закрывайте ее за собой, а только потом давайте то, что вы должны. При этом всегда делайте это только левой рукой и про себя проговаривайте такие магические слова «даю» и говорите, что взамен ничего не жду, свои энергии при себе оставлю и чужие не приму. Это действие обезопасит вас от недоброжелательных людей. Никогда не сквернословьте в доме, не свистите, потому что такими действиями вы будете отпугивать все светлые энергии из вашего дома, и на их место придут, к сожалению, негативные энергии, которые, заполнив ваш дом, принесут много неприятных и, возможно, непредвиденных моментов. В доме, наоборот, всегда должны звучать приятные слова, не происходить скандалы, и как только положительные энергии будут притягиваться в ваш дом. Ну а чтобы деньги прибавлялись, обращайтесь за помощью обязательно к денежным обрядам, ритуалам, потому что они действительно способны на многое. Они могут изменить ваше финансовое положение в лучшую сторону, избавить вас от денежных проблем и безденежья. Очень хорошо, чтобы деньги приумножались, и на зеркало, в которое вы часто смотритесь, в верхнем левом углу прикрепите купюру большого номинала, а к ней лавровый лист, на котором обязательно нарисуйте знак бесконечности. При этом скажите такие магические слова. Зеркало, что ведешь, отображай, и в большем количестве возвращай. Всегда к вашим сбережениям обязательно кладите заговоренную купюру, и именно она будет помогать вам и приумножать ваши сбережения. Друзья, используйте эти простые советы, рекомендации, правила себе во благо, и вы действительно сможете значительно изменить свое финансовое положение, сделать так, что вам не придется никогда больше нуждаться в деньгах, а денежные проблемы обязательно будут обходить вас стороной. Попробуйте придерживаться этих простых правил, и вы увидите, как ваша жизнь может начать кардинально меняться. Помните, многие вещи все-таки зависят от нас. Ну а с вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео.
Также обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал, друзья. Ссылка в описании видео на наш телеграм-канал. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интуитивно понравилось. И смотрите, возможно, там для вас подсказки и советы, рекомендации от высших сил.